Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Сегодня у нас видео о сухом голодании. Кому интересно, оставайтесь. Видео будет подробное, ответы на вопросы. Пройдемся по всем комментариям. У меня очень много пометок. 13 страниц одних пометок. Вы знаете, что я не люблю воду лить просто так в видео. Я тщательно готовлюсь. Кто первый раз на канале, мне 59 лет, меня зовут Наташа, и я 6-й год практикую по возможности еженедельное 36-часовое сухое голодание. Не всегда получается, вот, например, на этой неделе, вот сегодня я должна была голодать, но так как у меня очень много дел, я должна там писать деловые письма, сидеть на телефоне тоже решать какие-то вопросы, я решила просто сделать паузу, но об этом мы поговорим уже в следующем видео на эту тему. Поехали! Я зачитываю комментарий. Прям сразу начинаем. Кто пишет, неважно, важен текст. Я делала шанг пракшалану до конца, но не до чистой воды. Упало давление, еле доползла до кровати, напилась минералки и заснула. Утром было невероятное ощущение полета, куча энергии, настроения, как в детстве, когда весь мир кажется для тебя. И я уже забыла, как это бывает, когда столько сил. Но это непростое занятие. У меня рвота была и даже немного с кровью во время этого. Сначала подсоленная вода пьется нормально, но на каком-то стакане она уже никак не влезет. Ты ее туда, она обратно, снизу хлещет и сверху. Еще не повезло, что я немного занималась йогой. Тело знало эти скрутки, тело было тренированным, хоть чуть-чуть. Без этого у меня сил не хватило бы до конца довести процедуру. Что хочу сказать. Я же тоже с практикой набираюсь опыта уже сколько лет. И я бы сейчас не советовала делать шанг пракшалану перед сухим голоданием. Хотя мне в свое время советовали именно так очищаться перед входом, вот до момента, когда из кишечника уже выходит чистая вода. Процедура считается законченной, когда вы перестаете пить эту соленую воду и перестаете делать упражнения. Вы идете в туалет сразу, но лучше даже и желательно полежать в позе трупа полчаса. Вот не дрыхнуть, не спать, а именно просто полежать. И потом пойти в туалет. Кстати, очень у многих это проблема просто полежать спокойно. Прям проблема. Люди не могут расслабиться. А вот эта поза, она именно расслабит организм и вот возвратит вам энергию. 3-4 часа после этой процедуры шанг пракшаланы есть ничего нельзя, и пить тоже. Минимум через час надо рис с топленым маслом поесть. Шанг пракшалана, конечно, чистит организм, но перед сухим голоданием я делать ее вот не рекомендую, потому что пришло время, когда я точно могу сказать, что не стоит так делать. В общем, этот вариант перед сухим голоданием совершенно не подходит. Далее поехали. Сухое голодание 36 часов вы называете жестким, вы не знаете, что это такое. Так и не надо делать в названии такое заявление. Отвечаю, а вы знаете, что такое жесткое сухое голодание? Вот возьмите, напишите в комментариях, что вы этим хотите сказать. Потому что этот вопрос повторяется, а вы ответ не даете, а только вот пишите вопрос. Далее. Мне пишут, что вы несете на такой-то минуте, на жестком сухом голодании можно полоскать рот и принимать душ, не обманывайте людей, написано в комментарии. Во-первых, это полное бескультурие так писать, но я его оставила. Во-вторых, человек, и он, к сожалению, такой не один, не умеет внимательно слушать видео. Я настолько подробно готовлюсь, разжевываю, с примерами все это рассказываю, что вот так вот послушать и ничего не понять, это очень-очень странно слышать от взрослого человека, когда он оставляет такие комментарии. В общем, всегда найдутся люди, которые хотят к чему-то придраться, но внимательно послушать у них с этим проблема. Далее читаем. Наталья, пару недель назад была на 7-дневном голодании на воде. Сейчас я готова перейти на сухое голодание, потому что я 2 дня в неделю держу пост. Я мусульманка. Но меня насторожил момент, где вы говорите никаких контактов с водой. А ведь я должна 5 раз в день делать намаз.
естественно, нужно взять омовение водой. Конечно, полоская рот, мы не голодаем ни в коем случае. Объясните мне этот момент. Очевидно, девочка посмотрела первые там 1-2 видео, где я тогда практиковала именно жесткое сухое голодание. Просто не делайте жесткое, делайте просто сухое голодание с контактом с водой. Умывайтесь, ходите в душ и так далее. Только не пейте воду. Далее. Я голодаю на водном уже 15-й день. У меня большой вес, 100 килограмм. И за это время я стала 91 килограмм. Почему так медленно уходит вес? Получается в день по 400 или по 300 грамм. Это плохо? Отвечаю, это нормально. Организм сейчас, вот когда вы делаете голодание, он немного в шоке, и он в режиме такой жесткой экономии энергии, чтобы выжить, поэтому калории меньше сжигаются. Сначала уходит вес быстро, вот как у меня это было за счет выделения лишней жидкости, но у меня не особо он вернулся. Через время уже, когда вы долго голодаете, через время уже медленнее расщепляются жировые клетки, и тело адаптируется к более низкому весу и к ограниченному использованию энергии, понимаете? И оно перестает так активно прям сбрасывать килограммы. Но вообще я заметила, что это зависит от типажа, вот, от конституции. То есть некоторые сбрасывают легко, а у некоторых идет вот такое вот замедление. Ничего страшного, это нормально. Далее. Следующий комментарий. Скажите, пожалуйста, сколько можно пить воды после сухого голодания? Я всегда пила мало воды, а после сухого интервального голодания месяц я постоянно хочу пить. Но я считаю, что это нормально, пейте сколько хочется. Возникает же при голодании дефицит жидкости, так что пополняйте, пока хочется пить. Далее. Мне советуют, делайте, ну мне и всем, очевидно, в комментариях, делайте это, очевидно, голодание в день трубы, день до полнолуния, 14-е лунные сутки, Картадаш, и мокрое голодание в дни Экадаши, 11-е лунные сутки и 26-е лунные сутки. Так вы легче перенесете любую голодовку. Эти все 3 дня попадают на 2-ю и 4-ю фазу Луны. Тогда гравитация между Луной и Землей меньше всего, приливы и отливы. Но я хочу сказать, что это не факт, потому что я пробовала так делать, мне не понравилось, честно, мне не пошло. Это не говорит о том, что и другим это не подойдет, но мне не подошло так. Поэтому надо пробовать, может быть, кому-то и хорошо. Мне лучше не сбиваться с дня. Вот если я голодаю в среду, я так и оставляю этот день для голодания. Мне так удобно. Потому что в выходные ты можешь куда-то пойти с кем-то, и все будут там есть, пить кофе, а ты будешь сидеть смотреть на них. Как-то это глупо выглядит. Далее поехали. Я 20 лет голодала на воде. Всегда была в форме, сейчас забросила после ковида, обнаглела. Сухой боялась, слышала, что при сухом голодании клизму не делают. Я всегда во всех видео говорю, что клизма желательно для очищения организма, чтобы избежать вот этих неприятных последствий интоксикации и самоотравления. В начале практики это точно. Первый раз, 2 или 3 делайте, пожалуйста, клизму. Вы удалите все вот эти, знаете, почиститесь хорошо, удалите все каловые массы. Кажется, что в животе ничего нет. На самом деле там всегда что-то найдется. И тогда вы уже, когда сделаете клизму, вы уже будете точно знать, что живот ваш чист. Вы очень удивитесь, в общем, тому, что там бывает. Этим вы только улучшите свое самочувствие. Не надо лениться, надо думать о последствиях, чтобы вам приятно было поголодать, и чтобы у вас не было никаких последствий. Для 36-часового голодания говорят, что не обязательно чиститься, но я рекомендую хотя бы слабительный чай попить потом, если вы будете. Если вы чувствуете, что у вас все-таки вы ели там нормальную еду всю неделю, лучше войдите в голодание пустым. Вот это будет лучше. Пустой живот, не будет ни голова болеть, ни тошнить, ни кружиться и так далее. Приятно будете себя чувствовать. Уже вот 2 человека мне пишут, пройдите антипаразитарку. Без паразитарки не стоит голодать. Что я хочу ответить? Если у вас нет симптомов, что у вас есть паразиты, то не надо применять антипаразитарные средства.
Если, например, симптомы есть, какие это симптомы? Какие-то произошли у вас изменения веса, проблемы со стулом, какие-то боли в животе, метеоризм, газы и так далее, то можно принять антипаразитарные средства из аптеки. Вообще с врачом надо посоветоваться, что вам принимать. Сделать клизму я советую в начале, перед входом. В начале практики обязательно, я уже говорила это, перед каждым входом на первых порах делайте клизму. Это уже у вас будет очищение организма. Можно туда добавить в воду отвар ромашки. Вот так вот. Если не делать чистку, понимаете, паразиты, если они у вас имеются, они начнут есть ваш организм изнутри. Во время голода, вообще-то, паразиты погибают. И когда они погибают, они выделяют вот всякие эти гадости, токсины, и это все вызывает головные боли, тошноту, слабость и хреновое самочувствие. Дальше идем. Если камни в желчном, можно ли голодать? Сухое голодание точно нельзя, это я точно знаю, нельзя практиковать, так что делайте на воде, наверное. Следующий комментарий. Уточните, пожалуйста, какими сорбентами чистите тонкий кишечник. Отвечаю, никакими. Я не чищу, я не применяю сорбенты, активированный уголь, ничего. Это можно делать, но не обязательно. Для 36 часов паузы это не стоит заморачиваться такими делами. И так все прекрасно проходит. Следующий комментарий читаем. Мигрени уходят. Это мне пишут очень часто, когда узнают, что у меня были ужасные мигрени. Мигрени уходят при отказе от сахара, молочных и хлебобулочных. Замените сахар и фрукты на мед, но тоже ограничено. Каши или пеките свой бездрожжевой, безглютеновый хлеб. Всех благ! Я в курсе этого всего. Спасибо за комментарий. К сожалению, мне все это не помогло в свое время. А вот голодание помогло. Ohne wenn und aber по-немецки уже говорю. Как это по-русски? Да, я же не знаю даже, как перевести. По-русски это без всяких «но». В общем, оно мне помогло, и все. Сразу и бесповоротно. Прервалась я на звонок. Комментарий, поехали. Провожу сухое голодание 36 часов каждую неделю уже в течение 5 месяцев. Не похудела ни на грамм. То, что сбрасывается во время голодания, набирается, как только начинаю опять есть. Скорее всего, вы потребляете в дни, когда можно есть, большее количество калорий, чем сожгли на голоде. Иначе это никак по-другому не объясняется. Это самая частая причина переедания в остальные дни. Вам кажется, что вы поголодали, вам надо восполнить этот пробел, и вот начинает человек есть. Поехали. Сейчас я расскажу немножко по этой теме. Некоторые люди, если долго и постоянно голодают, то происходит вот что. Организм переходит в режим экономии, это нормально, и вес перестает уходить либо на время, либо замедляется. У меня такого нет, но и организмы у всех разные. Дальше, смотрите. Посмотрите, как вы выходите, правильно ли вы едите именно в день выхода. Тяжелую, соленую или углеводную еду, сладкие фрукты, такие как бананы, виноград, дыни, там что-то такое сладкое, нельзя в этот день есть. Если вы это нарушаете, во-первых, вы сокращаете себе день голодания, понимаете, потому что на выходе мы все равно очищаемся, и голодание как бы продолжается, очищение организма. А вы в этот день, если начнете есть вот такую вот пищу, вы тормозите сразу процесс. То есть ваше голодание, получается, пошло на смарку. Я уже давала рецепты, кстати, то, что можно на голодании несколько раз. Все это в плейлисте «Сухое голодание» вы найдете. На выходе только легкие салаты, супчики, овощи, травяной чай, ягоды, там очень много того, что нам надо, и несладкие фрукты. И не обжираться, конечно, ими прям килограммами не есть. Это важно. И в остальные дни я, например, ем меньше, чем обычно я хочу есть. Вот после голодания чуть-чуть поел, и ты насытился. А кажется, что ты сейчас вот буйвола сожрешь. Нет, такого не бывает. Достаточно обычно очень маленькой порции,
и все, и вы сыты и довольны. Если вы не будете обжираться, то вес снижается при небольшом дефиците калорий вот в дни, когда вы есть у вас возможность есть. Наслаждайтесь пищей, но без обжорства. Воды пейте побольше. И еще вопрос, очень важный. Гуляете ли вы в дни голодания хотя бы? Ну и вообще желательно гулять, ходить. Или вот спортом чуть-чуть позаниматься. Я не говорю, что ходить в зал там спортом заниматься, но какие-то гантели там поподнимать. Это очень важно, и важно двигаться. Так что вот проследите вот за этими пунктами, и я думаю, что вы найдете ответ на свой вопрос, почему вес снижается очень мало или вообще не снижается. Следующий вопрос. У меня климакс, щитовидка перестала работать, гормоны пью, инсулинорезистентность началась, вероятно, поэтому так. Я надеялась, что сухое голодание поможет, но, увы, пока нет. Тут внимательно. При подобном положении вещей голодать вообще нельзя. Получается, понимаете, гормональный дисбаланс. Он и так как бы уже в разбалансированном состоянии, а сейчас он ухудшается. И голодание нанесет только вред здоровью. Вам подойдет интервальное голодание, если уж вы так хотите голодать. Там, во всяком случае, можно пить. Но во время интервального голодания, например, 16/8, пейте некалорийные напитки, воду, например, несладкий чай, черный кофе тоже разрешен. Он даже рекомендуется для поддержания гидрации и подавления чувства голода кофе. Питайтесь сбалансированно в вот эти 8 часов, когда вам разрешено есть. Не надо наедаться, опять-таки. И все будет нормально. Но сухое голодание точно нельзя. Далее, следующий комментарий. У меня в начале 2024 года биопсией был обнаружен рак. В 2024 году я неплохо сбил рак нетрадиционно. В начале 2025 небольшой рост. Хотел опять ехать к лекарю, но неожиданно в апреле рак снизился. Я постился и причащался в Великий пост. В мае агрессивный скачок рака с 6,3 до 8,3. Вот тут я первый раз применил сухое голодание 36 часов. Онкомаркер сразу упал до 6,14. Каждую неделю не могу, я всю жизнь сухощавый. Всего с мая и до 17 октября провел 18 голодовок. Рак заметно снизился. Онкомаркер ПСА в ноябре был как у здорового человека. Все же главное вера. Моя болезнь заставила меня быть строже к себе. Я теперь нуждаюсь в Божьей помощи и стараюсь в духовном. А так, мой протокол лечения напишу, если кому интересно, и голодовки, конечно, сыграли свою роль. Сразу хочу ответить, если вы проходите химиотерапию, то голодать точно нельзя, насколько я знаю. Людям с онкологией им требуется больше питательных веществ во время лечения. И это лучше, конечно, делать под наблюдением врача, все это проводить. Конечно, понятное дело, нужен толковый врач, ну вот надо его найти. Я знаю, что раковые клетки могут добыть себе пропитание, они как бы любят глюкозу, но они могут добыть себе пропитание, даже если вы их голодом морите. Поэтому тут очень много вопросов возникает. А вы пишите в комментариях, что у вас и как. Уже есть запрос на протокол, и я думаю, всем интересно будет узнать. На Бога надейся, а сам не плашай называется. Поэтому, пожалуйста, делайте и то, и то. И с врачами, в общем, проходите лечение. И про Бога не забывайте. Все, вам выздоровления полнейшего. Далее, следующий комментарий. А если нужно пить ежедневно таблетки, сухое голодание, не получится? Смотря какие таблетки. Я вот пью таблетки от давления, витамины, больше я ничего сейчас не принимаю. И в день голодания я их пропускаю. Но я взяла и с неврологом дополнительно проконсультировалась на этот счет. И с другим врачом тоже. Один день только пропускаю. Именно день голодания. На входе и на выходе я на входе с утра принимаю, а на выходе уже там после обеда где-то вот так. Чтобы все-таки первая половина дня у меня шла такая чистая, без всяких таблеток. Следующий комментарий. Я испробовала на себе каскадное сухое голодание. Это когда в течение 36 часов
Не ешь и не пьешь, а 12 часов питаешься как обычно. Но лучше отварными овощами и больше пить. И так в течение 30 дней. Эффект есть и неплохой. Уходит вес, состояние намного лучше, практически нет головной боли, не болят суставы, появляется какая-то легкость движений. 30 дней выдержала нормально. Тяжело только первые 3 голодных дня, потом легче. Сделала перерыв 14 дней и сейчас снова зашла в каскад на 30 дней. Уж очень приятно, когда все старые, но красивые и любимые вещи тебе становятся снова в пору. Для меня это самая мощная мотивация. Когда вещи хорошо сидят, конечно, это и отражение в зеркале нравится, конечно, это супер мотивация, да еще и к тому же и самочувствие прекрасное. Но мне в данном случае не совсем понятно, зачем делать такое долгое каскадное сухое голодание, когда есть прекрасный эффект от вот еженедельного 36-часового голодания. Мне кажется, так безопаснее, проще и удобнее, на мой взгляд. Это как бы... Я так думаю, но если есть какие-то другие преимущества, вы расскажите, пожалуйста, в комментариях, что еще дополнительно вы получаете от такого, на мой взгляд, изнурительного ритма. Может, он и не изнурительный для вас. Далее читаем. Так, тут 2 комментария, сейчас прочитаю. Так, мясо, если у вас повысилась чувствительность, то плоть убитого животного в вас не полезет. 2-й комментарий. Практиковать сухое голодание и потом есть мясо – это, конечно, дичь и жесть. Очистился и опять трупные яды в себя заглатывать. Зачем? Формулировки, конечно, тут шикарные. Отвечаю. Зачем? Затем, что мясо – это источник белка и железа, и они нужны для восстановления организма, а особенно после голодания. Я лично ем мясо запросто, конечно, не в день выхода. И еще, вот я выписала, прям хочу вам зачитать. Вы знаете, что вегетарианство и веганство дают риск дефицита очень важных веществ для организма. Не хватает железа, витаминов, белка, кальция и так далее. Я уже говорила, у меня есть знакомые вегетарианцы, и я попробовала однажды их еду. Не овощи и фрукты просто сырые, а заменители вот мяса, рыбы – это просто невозможная гадость, невозможная, вонючая. А нехватка витаминов снижает иммунитет, а у вегетарианцев эта нехватка витаминов явно присутствует. Витамин 12 очень важный, он содержится только в продуктах животного происхождения. Когда этого витамина В12 не хватает, наступает анемия, неврологические нарушения, а это риск инсульта, рассеянного склероза, когнитивные нарушения. В общем, поинтересуйтесь этой темой. Далее, цинк, белок и железо растительного происхождения очень плохо усваиваются. Белок животного происхождения, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, этот белок более полезный для построения тканей, потому что он полноценен, он содержит все 9 незаменимых аминокислот в правильной пропорции. Животный белок усваивается организмом быстрее и лучше на 90-97% по сравнению с растительным, который вегетарианцы обычно навязывают. А в растительном белке часто этих аминокислот не хватает. Легче расщепляется и усваивается именно животный белок. У вегетарианцев нехватка витамина D и кальция, потому что нет молочных продуктов. Жирные кислоты. Растительные, как, например, льняное семя, оно хуже, чем простой рыбий жир. А это важно для сердца, для сердечно-сосудистой системы. У меня, например, нет желания усложнять себе жизнь и наносить вред. Я практикую сухое голодание, очищаюсь довольно часто, но от ароматного стейка и, например, молочных продуктов и так далее я отказываться не собираюсь. Каждому свое. Это мое мнение. Вы написали, я ответила. Все, поехали дальше. Следующий комментарий читаю. У меня сегодня с утра, точнее со вчерашнего дня 19 часов, последний прием пищи. Сухое голодание 36 часов.
Не особо входил, так как на ферментированном питании горячем. Не ем жиры и белки животные последние 2 недели. Вот тут мне непонятно, поэтому задам вопрос, почему вы не ели жиры и белки. В общем, буду ждать комментария. Следующий комментарий. Прошел голод легко, в плане есть не хотелось, но были некоторые проблемы. Точнее, из-за них я и начал это дело. Ночью почему-то не спал до 2 ночи и все. В этот раз точно так же, но я сделал дыхательные упражнения и через час заснул. Утром была слабость, встаешь резко, темнеет в глазах, тяжесть в голове. Выходил достаточно быстро. В 8 утра выпил 150 грамм теплой воды, через час воду с соком лимона, через час опять ее же в районе 200 грамм стакан. Короче, потом еще через час салат из набора овощей, огурец, помидор, капуста, брокколи, белокочанка и зелень, приправлена йогуртом на риутери, сами делали. Потом через 1,5 часа остатки салата и каша из пророщенной зеленой гречки и пророщенного нута. Закончил день еще 2 приемами пищи, теми же самыми. Еще заметил, как только выпил воды, почти сразу захотелось есть. Положительных моментов в плане улучшения состояния пока не заметил, да и мало и рано об этом говорить. Планирую пару месяцев раз в неделю так голодать, а дальше буду решать, что делать в продолжении. В общем, это не трудно, особенно если чем-нибудь занят. Вот смотрите внимательно. Я не понимаю, мы все взрослые люди, вот я рассказала уже в некоторых видео, в нескольких, подробнейшим образом, как правильно проводить сухое голодание и правильно выходить. Вы делаете это по своему усмотрению, а потом пишете, что вы не видите улучшений. Как написано выше, пока не заметил улучшений. Вот так быть не должно, потому что улучшения видны сразу же, моментально. И вы их чувствуете, и вы видите по внешнему виду и так далее. Делайте правильно и почувствуйте еще как улучшение сразу же с первых вот дней практикования. И еще, смотрите, он поел очень много еды на выходе, человек, который писал. Вот этот вот нут, нут это как бы горох с такой вот с ореховыми задатками. Их вообще нельзя есть на выходе. Вот такие вещи. Нельзя на выходе такое кушать. Подождите 1 день. Куда вы торопитесь, я не понимаю. Что, неужели трудно просто на овощах посидеть 1 день на выходе? Ну, поешьте суп, поешьте картошки, того-сего. Картошки мы еще сейчас вернемся. Далее поехали. Это очень важные моменты. Пожалуйста, смотрите видео очень внимательно, несколько раз посмотрите, чтобы потом не писать глупые комментарии, потому что все уже в видео отвечено и рассказано. Следующий комментарий. Спасибо. Уточните еще, пожалуйста, в 15-летнем возрасте можно практиковать сухое голодание? Зачем? Ни в коем случае нельзя голодать в таком возрасте, потому что организм молодой, растущий, энергичный, он формируется. Могут быть абсолютно негативные и необратимые последствия. Вы просто этим голоданием вы нарушаете вот это вот физическое развитие. Можете это нарушить очень серьезно. Это, знаете, это все равно, что вот попарить младенца. Вот некоторые, знаете, любят взять маленьких детей куда-нибудь в баню, попарить. Зачем? Он только родился недавно. Что вы собираетесь ему там парить? Чтобы он кости свои... Он же не старик. Такое делать нельзя. Ни в коем случае нельзя голодать в молодом возрасте при растущем организме. Ни в коем случае. Я знаю, что очень много людей есть, которые сами вегетарианцы, вот они заставляют своих детей тоже не есть чего-то там, ограждают их от очень важных продуктов, а потом это все уже восстановить будет невозможно. Так что подумайте 10 раз, 100 раз подумайте, прежде чем такое делать. Нельзя этого делать, и все. Так, далее. Подскажите, пожалуйста, можно ли начинать сухое голодание осенью или зимой? Боюсь, что буду мерзнуть. Давно наблюдаю за вами, и вы мне очень нравитесь. Спасибо заранее, если ответите. Конечно, я отвечу, а какая разница, когда начинать? Ну, будет вам холодно, оденьтесь потеплее, возьмите грелочку, там, я не знаю, сходите в теплый душ, и все, согреетесь, вопрос решен. Следующий комментарий. Видите, как много я набрала, и то я половину только сейчас вот мы с вами обсудим. Здравствуйте, Наташа. У меня тело пита-вата. Какая чистка мне показана? Спасибо. Я уже говорила, что я пришла к выводу, что мы почти
все люди, смешанные типажи. И я поняла, что не стоит вообще париться с этим делом. Чистите просто весь организм. Слабительными, например, травами, да, вот сену там заварить, я не знаю, есть слабительные. У нас в Германии полно всяких чаев в аптеке. Если только начинаете практиковать, вот еще ни разу, никогда вы не были на сухом голодании, сделайте 1, 2, может 3 раза клизму поначалу, перед входом. Вот и все, а потом уже можете как-то на слабительных чайках или просто на слабительном. И все, и у вас почистится полностью весь организм, и все. Далее мне пишут, вареная картошка, крахмал, он склеивает и кишечник, и затрудняет усвоение полезных веществ для организма. Склеивает желчевыводящие протоки печени. Делайте вывод удачи. Ответ мой. Вареный картофель ничего не склеивает. Не жареный, конечно, картофель, имеется в виду вареный. Это легко усваиваемая, крахмалистая, мягкая пища, которая прекрасно подходит для выхода. И картофель, вы же не едите хлеб, там не наедаетесь, вы на выходе, вот самое такое ощутимое у вас картошка. И вот эта картошка очень хорошо насыщает, что очень вот для выхода легко. То есть вы ей наедитесь. Вот и все. Вы не представляете, как пахнут у меня фрезии стоят тут. Запах вообще шикарный. Далее поехали. Если обратиться к врачу за консультацией по голоданию, это в большинстве случаев скажут нет. Они практически все против. Им же нужно свои услуги продавать. Я вам хочу сказать, что есть и толковые врачи, их надо найти и у них проконсультироваться. У нас в Германии есть сайты, и там вот эти отзывы оставляют пациенты, и поэтому можете найти хорошего врача. Или кто-то вам посоветует, пойдите, проконсультируйтесь, и тогда уже будете, в общем, свои выводы делать. Продолжаем. Я была 106-600 килограмм и просто моментально решила уйти на 36-часовое сухое голодание и минус 3600 килограмм. Я поняла, насколько отечный был мой организм. Я засрала его, пересмотрела свое питание, Господи, дай сил. Да, вот снова на нем. Решила через день голодать. Господи, главное не сорваться. Самый сильный аппетит у меня, внимание, перед месячными. И я просто ела как свинья. И я в такие дни голодаю. Отпишусь через неделю и потом каждую неделю, очевидно, да? Сразу скажу, что не рекомендуется голодать во время месячных. Потому что у вас и так происходит обезвоживание организма, а вы тут голоданием еще ускорите себе какой-нибудь гормональный сбой. Тем более, если у вас обильные выделения, боли, плохое самочувствие в этот момент, нельзя ни в коем случае голодать, только хуже сделаете. Перенесите, в чем проблема, не понимаю, перенесите на другие дни голодания, вопрос решенный, все. Еще добавлю, что вес у меня был гораздо ниже, когда я заходила на первое голодание, и я сбросила в первый раз 4 килограмма. Это нормально, люди по-разному сбрасывают. Следующий комментарий очень важный. Тут все комментарии важно рассмотреть, обсудить. О да, для голодания тоже нужны врачи, капец, как вы живете. И тот же комментатор пишет дальше. Голодом пользуются все животные, без врачей, таблеток, анализов. Они просто не едят и точка. Все медицинские показания в большинстве случаев высосаны из грязного пальца. Голодать могут все, другое дело, что начинать плавно, кому-то на воде, кому-то просто начинать с овощных пауз. Врачам, конечно, это не подходит, да и таблетки сами себя не продадут. Тут спорный вопрос. Я хочу сразу ответить, что нельзя сравнивать людей и животных. Люди слишком уязвимы. Животные могут пить там грязную воду из лужи, клевать, если это птичка, грязные кусочки хлеба и ничего. А человек может руки не помыть, что-то взять, съесть и все, и загремит в больницу. У нас организмы разные, их нельзя сопоставлять. И болезни тоже разные. Конечно, нужны в некоторых случаях врачи. Конечно, они нужны. Иначе вместо пользы будет вред. И иногда этот вред будет просто, может быть, непоправимым. Так относиться бездумно к голоданию не стоит.
обязательно обращайтесь к врачу. Следующий комментарий. Пробовала я голодание. Да, есть не хочется, пить тоже, хотя я водохлеб по жизни. Но через 23 часа жутко стала болеть голова, и поэтому сорвалась. Если голодать сутки или 16 часов, будет ли результат? Или как избежать головной боли? Эффект даже от одного раза понравился. Есть стало меньше и нет постоянного желания что-то жевать. Пробовать буду однозначно еще. Возвращаемся тут к напечатанному. Весь вопрос в том, а правильно ли вы все делали, чистились вы хорошо перед входом. Потому что голова болит именно от интоксикации, понимаете? Можно и по 24 поначалу голодать, я уже об этом говорила в видео, например, от завтрака до завтрака. Но 36 часов лучше, потому что через 24 часа вы уже будете выходить, а через 24 часа включается вот этот процесс аутофагии. И вы как раз выходите в этот момент. Если по 16, то лучше тогда перейти на 16/8 интервальное голодание, и все. И может вам это понравится и подойдет. У меня так не получается, вы попробуйте, может вам и нормально так будет, потому что очень многие довольны. Следующий комментарий. Вода не впитывается на сухом голодании, даже на более длительном. Душ и чистить зубы можно. Видео Лайма, есть ролики, послушайте. Я не знаю, кто это, не знаю. Даже на 8-е, 9-е сутки. Очень интересно и познавательно. Вода впитывается, я об этом знаю. Незначительно, конечно, вы этим не утолите жажду, но если вы посидите на жестком голодании и на просто сухом голодании, вы очень почувствуете разницу. И если вы пополоскаете рот или пойдете в душ, вам станет гораздо легче, и вы почувствуете разницу. Особенно если вы будете плавать там где-то, вы почувствуете, как вода все-таки проходит через кожу. И хочу позитивные комментарии прочитать. Практикую голодание 35 лет. Максимум водно 38 дней. Сухое голодание до 7 дней делал несколько раз. Выводы. Водное голодание лечит 80% заболеваний. Голодать придется длительно. Побочки практически отсутствуют. Сухое голодание мощно воздействует против вирусов, грибов, бактерий. Может вылечить быстро много неизлечимых заболеваний. Из минусов можно угробить почки и капилляры. Гипертоникам опасно для жизни. Степень поражения или восстановления будет зависеть от состояния организма в целом и иммунной системы в частности. Относительно безопасно не более 3 дней или каскадом. Ваш главный помощник, дабы не навредить, критическое мышление. Исследуйте доктора медицинских наук Николаева Юрия Сергеевича. Доброго. Я вам просто зачитала позитивный комментарий практикующего человека. Таких немало под разными видео, сами почитаете. Я тоже настаиваю на том, что лучше и безопаснее 36 часов и достаточно для большинства людей, потому что есть очень хорошие результаты. В общем, что я хочу сказать. Кого интересует тема сухого голодания, посмотрите все видео в плейлисте «Сухое голодание». Да, я думаю, вы найдете там ответы практически на все вопросы. Или на большинство вопросов, на какие не найдете, пишите в комментариях, отвечу я, еще кто-то ответит. Обсудим их в следующих видео. Но практически все зрители читают комментарии, поэтому пишите с удовольствием. Очень здорово, что мы вот так вот делимся безвозмездно драгоценным опытом и улучшаем свою жизнь. Я не продаю никаких там курсов, как некоторые похудели и сразу продали курс «Как ты похудел», или там «Я поголодала, вылечила мигрень, и вот я теперь продаю курсы платные, значит, пойдите и почитайте». Нет, я раздаю информацию бесплатно, поэтому пользуйтесь и делитесь своей информацией. Кстати, вот я записала, хотела вам сказать. Магний я вам показывала в последнем видео, я показывала вам магний, который специально разработан и сделан и рекомендуется для тиннитуса. Он мне нифига не помог. В общем, я пробую сейчас витамин В12, витамин D, как тоже средство убрать, но все равно временами я чувствую очень-очень-очень сильный как бы звон в ушах такой. Его и звоном не назовешь, и шумом не назовешь. В общем, у меня как электрический такой разряд. Я его слышу,
В общем, я вам все расскажу. Если дело дойдет до гипноза, пойду на гипноз, но пока хочу вот витаминами это попробовать. Еще попрошу вас, если вам видео нравится, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вам это сделает 1 секунда, это для продвижения очень полезная вещь. Так, и вот эта рубрика «Сухое голодание», она постоянная, я не собираюсь заканчивать эту практику, поэтому я буду продолжать и вещать, потому что это и для меня очень ценная информация. И когда я вот так наговариваю, мне тогда легче потом восстановить какие-то фрагменты очень важные по вот этой вот теме. Так, с вами была Наташа, всех вас обнимаю и целую, до новых встреч, пока!